тихом пригороде Детройта, где аккуратные дома утопали в зелени деревьев, Ричард Смит стоял у входа в городской приют для животных. Солнце припекало асфальт, но он едва замечал жару, погруженный в свои мысли. Сегодня был первый день рождения его сына Алекса, но вместо праздничной суеты Ричард искал способ внести хоть немного света в их непростую жизнь. Год назад все было совсем по-другому. Ричард с Еленой, его женой, планировали грандиозный праздник для своего первенца. Заказали торт, купили множество развивающих игрушек, пригласили всех друзей с детьми. Но судьба распорядилась иначе. Роды начались внезапно, на 32-й неделе беременности. Ричард помнил каждую минуту той ночи. Резкий звонок Елены с работы, безумную гонку по ночным улицам до больницы, бесконечные часы в приемном отделении. Схватки были сложными. Врачи говорили о возможных осложнениях, но никто не мог предвидеть, насколько серьезной окажется ситуация. В родильной палате царила атмосфера напряженного ожидания. Звуки кардиомонитора смешивались с командами врачей и тяжелым дыханием Елены. После 18 часов изнурительных схваток на свет появился их долгожданный сын. Первый крик Алекса прозвучал как музыка для измученных родителей, но радость длилась недолго. Ричард заметил тревогу на лицах медперсонала еще до того, как они унесли ребенка. Что-то было не так, но никто не спешил объяснять ситуацию. 2 часа в комнате ожидания превратились в вечность. Елена все еще находилась под действием анестезии, когда к Ричарду подошел нейрохирург с серьезным выражением лица. Диагноз прозвучал как приговор – травма спинного мозга в результате осложненных родов. Нижняя часть тела новорожденного была парализована. Врач говорил что-то о реабилитации, о современных методах лечения, но почти все слова проходили мимо сознания Ричарда. Он мог думать только об одном – как сообщить эту новость Елене. Следующие месяцы превратились в бесконечную череду больничных процедур. Утренние перевязки, дневные консультации специалистов, вечерние сеансы физиотерапии. Ричард разрывался между работой в архитектурном бюро и больницей, пытаясь успеть везде. Но самым тяжелым испытанием стала реакция Елены. Послеродовая депрессия, усугубленная состоянием ребенка, превратила некогда жизнерадостную женщину в тень себя прежней. Она часами сидела у окна в детской, механически выполняя указания медсестер по уходу за ребенком, но эмоционально оставаясь где-то далеко. Психотерапевт диагностировал тяжелую депрессию и прописал курс антидепрессантов, но лекарства, казалось, только усугубляли ситуацию. Ричард изо всех сил пытался найти выход. Он проводил бессонные ночи в интернете, изучая истории семей с похожими проблемами, консультировался со специалистами по реабилитации, искал альтернативные методы терапии. Именно тогда он наткнулся на статью о положительном влиянии животных на реабилитацию детей с особенностями развития. Детский психолог, к которому они водили Алекса, поддержал идею завести собаку. Но Елена встретила предложение в штыки, опасаясь дополнительной ответственности. И вот теперь, в день рождения сына, Ричард решил действовать. Городской приют для животных располагался в старом кирпичном здании. Внутри пахло дезинфектором и собачьим кормом. Десятки глаз смотрели на мужчину из вольеров, но один взгляд особенно привлек его внимание. В углу последней клетки сидел маленький Джек Рассел-терьер. В отличие от других собак, которые лаяли и прыгали, пытаясь привлечь внимание, этот пес спокойно наблюдал за происходящим. «Это Чарли», — представила собаку работница приюта Сара. «Он попал к нам 3 месяца назад после смерти хозяина. Удивительно спокойный для своей породы. На прошлой неделе его даже брали в детское отделение больницы. Он прекрасно ладит с детьми». Что-то в спокойном взгляде Чарли тронуло сердце Ричарда. Он провел с собакой почти час, наблюдая за его поведением и общаясь с работниками приюта.
Чарли оказался не только спокойным, но и удивительно понятливым. Он выполнял команды без лишней суеты, терпеливо ждал, когда его погладят, и проявлял искренний интерес к людям. Процесс усыновления занял несколько часов. Нужно было заполнить документы, пройти собеседование, доказать свою способность заботиться о животном. Ричард даже предоставил рекомендательное письмо от психолога Алекса. Наконец, все формальности были улажены, и Чарли официально стал членом семьи Смит. По дороге домой Ричард заехал в зоомагазин, где купил все необходимое: миску для еды и воды, мягкую лежанку, несколько игрушек и специальный поводок для терапевтических собак. Последней остановкой стала кондитерская, где его ждал заказной торт, простой шоколадный, без лишних украшений. Праздновать особо было нечего, но день рождения есть день рождения. Елена встретила их появление с привычной апатией. «Серьезно, Ричард? Собака? У нас недостаточно проблем». Ее голос звучал устало и раздраженно. Но прежде чем Ричард успел ответить, из детской донесся радостный визг Алекса. Малыш лежал в своей специальной кроватке, окруженный подушками и медицинским оборудованием. Чарли, который до этого момента держался позади Ричарда, осторожно приблизился к кроватке. Он обнюхал край матраса, потом аккуратно встал на задние лапы, опиравшись передними о бортик, и ласково лизнул ручку малыша. Реакция Алекса была поразительной. Обычно тихий и апатичный, он залился счастливым смехом, пытаясь дотянуться до мягкой шерстки нового друга. Его глаза сияли, а на лице появилась широкая улыбка. Первая настоящая улыбка за долгие месяцы. Даже Елена не смогла остаться равнодушной к этой сцене. Она молча наблюдала, как собака осторожно взаимодействует с ребенком, как чутко реагирует на каждое движение. Когда Алекс начал уставать, Чарли сам отошел от кроватки и лег рядом, положив голову на лапы, но не сводя глаз с малыша. Последующие недели принесли первые изменения. Чарли установил свой режим дня, полностью синхронизированный с режимом Алекса. Он просыпался за несколько минут до того, как малышу нужно было принимать лекарства, словно чувствуя важность этого момента. Во время физиотерапии пес неизменно находился рядом, внимательно наблюдая за упражнениями. Особенно важной оказалась роль Чарли во время болезненных процедур. Когда Алекс плакал от дискомфорта во время растяжек, собака осторожно подходила и клала голову ему на колени. Это простое действие успокаивало малыша лучше всяких уговоров. Спустя 3 месяца произошел первый прорыв. Во время очередного сеанса физиотерапии Алекс, пытаясь дотянуться до Чарли, который держал его любимую игрушку, самостоятельно перевернулся на живот. Физиотерапевт, работавший с ними с самого начала, не мог скрыть удивление. То, что не удавалось достичь месяцами упражнений, произошло благодаря простому желанию поиграть с собакой. Этот успех придал сил всей семье. Елена начала проявлять больше интереса к реабилитации сына. Она записалась на специальные курсы по лечебной работе с собаками, где опытные инструкторы учили, как правильно использовать общение с животными для помощи больным детям. На занятиях она узнала много полезного. Как направлять внимание ребенка на собаку во время сложных упражнений, какие игры помогают развивать мышцы и координацию, как использовать естественное желание ребенка погладить собаку для выполнения лечебных движений. Постепенно туман депрессии начал рассеиваться, уступая место осторожному оптимизму. Ричард заметил, как постепенно меняется атмосфера в доме. Исчезла гнетущая тишина. Теперь их дом наполняли звуки детского смеха, цокота собачьих когтей по паркету и регулярные тихие разговоры Елены с сыном. Она начала петь Алексу колыбельные, как мечтала во время беременности. Настоящее чудо произошло холодным ноябрьским утром. Ричард готовил завтрак на кухне, когда услышал необычный лай Чарли. Это не был его обычный спокойный голос. Пес лаял отрывисто и настойчиво, словно пытаясь что-то сообщить. Елена уже спешила в детскую, и Ричард поспешил за ней. То, что увидели родители, заставило их замереть в дверях. Алекс,
держась за специальные поручни, установленные вдоль стены, пытался сделать свой первый шаг. Его ножки дрожали от напряжения, но в глазах горела решимость. Чарли стоял рядом, готовый подставить свое крепкое тело для поддержки, если понадобится. Елена тихо всхлипнула и прижала руки к рту. Ричард обнял ее за плечи, чувствуя, как к горлу подступает ком. Они молча наблюдали за этой сценой, боясь спугнуть момент. Алекс сделал маленький шаг, потом еще один. Чарли двигался рядом, идеально подстраиваясь под темп мальчика. Это был поворотный момент в их жизни. За первыми шагами последовали новые достижения. К своему 2-му дню рождения Алекс мог передвигаться по дому с помощью специальных ходунков, а Чарли всегда был рядом, готовый поддержать своего маленького друга. Врачи называли прогресс Алекса исключительным. История их семьи привлекла внимание медицинского сообщества. Местная детская больница запустила новую программу реабилитации с помощью специально обученных собак, а Ричард стал активным участником родительской группы поддержки, помогая другим семьям, оказавшимся в похожей ситуации. Елена вернулась к работе школьной учительницей, но теперь она вела специальные занятия для детей с особенностями развития. Ее личный опыт и понимание важности поддержки сделали ее особенно чуткой к нуждам таких детей и их родителей. Чарли стал настоящим героем их семьи. Он не просто помог маленькому мальчику научиться ходить, он исцелил целую семью, показав, что любовь, терпение и преданность способны творить настоящие чудеса. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.